Приветствую, уважаемые натуралисты, с вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Редкие песики, как ни странно, совсем не редкость в современном обезьяньем мире. Сегодня у нас не только древняя порода собак, как, например, ацтекский проводник в потусторонний мир Ксола или нелающая собака Бассенджи. Сегодня у нас в гостях считавшаяся вымершей поющая собака. Кстати, ролики о Ксола, Бассенджи, Динго и других замечательных пёселях вы сможете найти в плейлисте «Собаки». Ну а сегодня встречайте Киркорова и Баскова собачьего мира, новогвинейскую поющую собаку, подвид волка или одичавшую собаку, которая обитает в лесах Новой Гвинеи. Классификация данного собакина очень спорная, и иногда они считаются отдельным видом, а иногда просто подвидом динго. В общем, великие умы, как обычно, в спорах и раздумьях. Ну а мы начнем с предыстории. Новогвинейская поющая собака появилась на острове Новая Гвинея 6000 лет назад. Вероятно, древние люди использовали ее для охоты, хотя прирученной до конца ее считать нельзя. В этом смысле нельзя и с уверенностью называть поющую собаку повторно одичавшей, в отличие от динго. Несмотря на свое весьма древнее происхождение, поющая собака начала изучаться лишь в 20 веке, в связи с чем до сих пор крайне плохо изучена. Например, практически отсутствуют данные о ее рационе питания. Также не существует единой версии о происхождении поющих собак. Возможно, это мигрировавшие из Австралии динго. Считается, что примерно 6000 лет назад между Австралией и Новой Гвинеей существовала суша. А возможно, наоборот, динго – это мигрировавшие поющие собаки с острова на материк. Хотя, судя по степени дружелюбности, это все-таки два разных вида, ибо сегодня множество новогвинейских поющих собак живут в зоопарках мира, отличаясь своим чрезвычайно хорошим отношением к человеку. Чего не скажешь о динго. Впервые европейцы узнали о необычных собаках, которые обитают на острове Новая Гвинея в начале 17 века. Благодаря португальским мореплавателям они заметили, что эти небольшие псы не лаяли, не выли и не проявляли других признаков поведения, характерных для домашних собак и волков. Позже эти животные заинтересовали британских колонизаторов, которые отмечали, что в горах Новой Гвинеи водятся редкие дикие собаки. В середине прошлого века этих животных начали изучать профессиональные ученые. С подачи местных жителей они заметили, что звуки, которые издают эти животные, необычайно мелодичны. Сложная структура этих звуков похожа на устройство песен горбатых китов, напоминающую к тому же пение птиц. Таким голосом не обладает ни одна порода собак. Однако поющие собаки, так же как и другие, могут издавать визг, вой и лай. В результате таких вокальных талантов новогвинейские поющие собаки стали предметом ожесточенных научных споров. Внешне же новогвинейская поющая собака довольно обычна и напоминает домашних собак и динго, хотя она почти на треть меньше. Рост самца составляет в среднем 40 сантиметров холки, вес 11-14 килограмм, самки на 5 сантиметров ниже и на 2 килограмма легче. Они уступают домашним собакам в скорости бега и выносливости, однако превосходят в ловкости и гибкости. Взрослые басковые и киркоровы имеют коричневую, черную, с желтовато-коричневым оттенком или черную окраску. Все типы окраски
полоски с белыми точками. Особи в неволе имеют коричневую, черную с желтовато-коричневым оттенком на морде, ногах и брюхе, и соболиную с густым наложением темных кончиков. Обитает наш чудо-пес на высотах около 2,5–5 тысяч квадратных метров над уровнем моря. Единственный другой представитель рода псовых, регулярно находящийся на таких больших высотах, это эфиопский волк. Ролик о нем тоже есть на канале. Можно предполагать, основываясь на археологических, этнографических и косвенных доказательствах, что первоначально поющие собаки занимали все экологические зоны Новой Гвинеи, но позже были ограничены верхними горами из-за земледельческих экспериментов местных голых обезьян. В природе поющие собаки – это универсальные хищники и падальщики. Ну, кем еще быть потомку волка? Питаются они малыми и средними сумчатыми грызунами, птицами и фруктами. Отмечено, что собаки обычно охотятся на кускусов. Сообщается, что они поедают добычу в брошенных или оставленных без присмотра охотничьих ловушках, доедают объедки добычи новогвинейской гарпии и, возможно, атакуют мелких казуаров. В единственном отчете прямых наблюдений в Звездных горах Папуа-Новой Гвинеи вблизи границы поющих собак называют необычайно осторожными и хитрыми животными. Подобно динго, они воют хором. Запоминающийся вой обычно слышен в начале и в конце дня. В целом, поющие собаки показывают поведение, свойственно другим представителям псовых. Тем не менее, эти собаки имеют более раннее развитие, чем их дальние родственники. А из поведения в неволе можно сделать вывод, что дикие поющие собаки не образуют постоянные стаи. Во время жажды любви самцы часто сражаются до тяжелой травмы или даже смерти. Взрослые новогвинейцы также проявляют высокую степень агрессии по отношению к незнакомым псовым, что позволяет предположить о возможной сильной территориальности. Все наблюдения диких поющих собак, о которых сообщалось до настоящего времени, представляют собой отдельных особей или пары. Самцы в неволе, содержащиеся вместе с партнершами и их совместными щенками, часто проявляют очень сильную родительскую опеку. Однако во время первого же сезона размножения, следующего после рождения щенков, особенно если есть потенциальный сексуальный партнер, несчастные щенки очень часто агрессивно атакуются резко разлюбившим их папашей. В неволе собаки размножаются раз в год, а сезон размножения начинается с августа. Беременность длится в среднем 63 дня. Средний вес при рождении 260 грамм. Глаза и уши открываются в возрасте 12 дней. Физическое созревание поющих собак завершается примерно в 4 года. Ну и напоследок еще немного о пении этих удивительных и редких собак. Частотный диапазон воя поющих собак совсем не характерен для других псовых. Типичная начальная частота воя составляет 60–80 Гц, а затем изменяется от 300 до 1700. С самого начала воя частота неизменно возрастает, затем вой довольно устойчив, но обычно демонстрирует резкие изменения частоты вверх или вниз. Вой обычно можно выделить от 5 до 8 четко определенных гармоний. Но и это еще не все. Поющие собаки делают это хором. Хором могут выть одновременно 2 или более поющих собак. Одна особь инициирует, отвечающий или отвечающие быстро присоединяются. Отвечающий воет, как правило, хорошо синхронизировано, а все члены хора перестают выть почти одновременно. Особенностью вокальных способностей поющей собаки является своеобразная трель. Эта вокализация отчетливо птичья или похожа на звуки, издаваемые китами. Этот высокочастотный
частотный импульсный сигнал, спектр которого предполагает непрерывный источник, который периодически прерывается. Дикие поющие собаки очень скрытны. Они избегают голых обезьян и никогда не живут вблизи населенных пунктов, за исключением тех, которые пойманы щенками и выращены людьми. Аборигены племени Калам в Папуанском высокогорье ловят маленьких щенков и выращивают их в качестве помощников на охоте, но не разводят их. А племя Яйпо в высокогорье Ириан-Джая держало и разводило прирученных поющих собак в качестве друзей для себя и своих детей. А как вы считаете, это динго, поющие новозеландские собаки, или поющие новозеландские собаки? Это динго. Непонятно? Пишите свое мнение в комментах. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Пока я сделала великого медоеда и его русскую сестричку Росомаху. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!